Британская резня домашних животных 1939 года. Тревожная правда о Холокосте домашних питомцев. Все мы знаем о Холокосте, геноциде европейских евреев во время Второй мировой войны. Между 1941 и 1945 годами нацистская Германия и ее союзники уничтожили около 6 миллионов евреев, примерно 2/3 еврейского населения Европы. Это одна из самых мрачных страниц в истории человечества. Но незадолго до Холокоста в Великобритании произошло другое трагическое событие – массовая резня домашних животных. В 1939 году, опасаясь нехватки еды из-за войны, британское правительство организовало убийство 750 тысяч питомцев всего за одну неделю. Сегодня эту трагедию называют британской резней домашних животных. Правительство создало Национальный комитет по защите животных от воздушных налетов, чтобы решить судьбу питомцев перед войной. Было опасение, что из-за продовольственных пайков люди начнут делиться едой с животными или оставят их умирать от голода. В ответ комитет выпустил брошюру «Советы владельцам животных». В ней предлагали перевести питомцев в сельскую местность, а если это невозможно, уничтожить их, называя это добрым поступком. Брошюра даже рекламировала пистолет для гуманного умерщвления. Но разве убийство любимца может быть гуманным? Вскоре по всей стране владельцы начали убивать своих собак, кошек и других животных. Перед ветеринарными клиниками выстраивались очереди. Собаки на поводках, кошки в переносках, ничего не подозревавшие о своей участи. Тела животных сваливали в кучи перед клиниками, которые недавно заботились об их здоровье. Резня была такой масштабной, что запасы хлороформа у Национальной лиги защиты собак закончились, а крематории Народного диспансера для больных животных не справлялись с количеством тел. В Уилфорде выделили луг, где захоронили около 500 тысяч животных. Когда война началась, многие владельцы сами несли питомцев на усыпление. Ветеринарные организации, такие как Народный диспансер и Королевское общество защиты животных, были против, но их клиники все равно заполнялись. После бомбежек Лондона в 1940 году паника усилилась. Люди боялись голода и считали питомцев роскошью, ненужной в военное время. Однако были и те, кто протестовал. Приют Battersea Dogs Cats Home сумел спасти и прокормить 145 тысяч собак за время войны. Герцогиня Гамильтон, любительница кошек, создала убежище для животных и боролась против резни. Всего же погибло более 750 тысяч питомцев. Позже многие хозяева жалели о содеянном и винили правительство в панике. Эта резня – позорный эпизод британской истории, о котором сегодня мало говорят. Коллективный стыд словно стер его из памяти. А ведь в мире до сих пор убивают животных из-за человеческой неуверенности. Вспомним Хатико, пса из Японии, который ждал хозяина более 9 лет после его смерти. Хатико родился в 1923 году и стал символом верности. Но мы, кажется, продолжаем убивать таких, как он, снова и снова.